Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео мастер-класс кардигана кофты для девочки спицами. Этот мастер-класс я подготовила по просьбам моих подписчиц. После выхода видеообзора кардигана кофты «Золотая осень» многие из вас попросили меня связать данную модель. Я связала аналогичную кофточку, но немного изменила узорчик на полочках и рукавах, чтобы как-то разнообразить фасон. Вы можете выбрать любой другой узор, главное принцип вязания самой кофты. Кардиганчик вяжется сверху вниз с рукавом реглан, росток азиатский. Изделие полностью цельно вязаное, без швов. На спинке вот такой красивый узорчик с расширением к низу за счет добавления петелек между рельефными дорожками. Получается скругленный край. На полочках объемный фигурный узор, постепенно переходящий в лицевую гладь. За счет этого достигается эффект буфов, когда верх изделия более плотно сидит на фигуре, от линии талии более свободно. Поэтому данная модель кофты просто незаменима в носке с платьями и пышными юбочками, но также отлично смотрится и со штанишками. По центру рукавчика пустила узорчик из двух рельефных дорожек без разделения изнаночной петлей, а к низу немного пофантазировала. Но это опять же на ваше усмотрение и желание. Кардиган связала на размер больше, чем носит дочка, на рост 128. Но по расчетам из мастер-класса вы сможете связать кардиган на любой другой размер, сделав расчеты и подставив свои значения. Очень довольна результатом. Надеюсь, у вас тоже все получится. В мастер-классе постаралась как можно подробнее обо всем рассказать и показать. Итак, давайте приступим. Для вязания кофты я использовала пряжу с метражом в 100 граммах 240 метров. Расход пряжи на размер 128 у меня получился 450 грамм. Круговые спицы на металлической леске номер 3,5 длиной 80 сантиметров для основного полотна и спицы номер 3 для вязания горловины и манжетов. Две пары круговых спиц номер 3,5 длиной 40 сантиметров для вязания рукавов. Пуговицы у меня в форме полубусин на ножке и по желанию бусины для украшения готового изделия. Также для работы нам потребуются маркеры, иголка, ножницы и по необходимости дополнительная спица для переноса петель вязания узора. Я обхожусь без нее. Я связала образец спицами номер 3,5 лицевой гладью. В 10 сантиметрах получилось, я заранее посчитала, 23 петли. Если вы не уверены в своей пряже и не знаете, дает ли она усадку, тогда образец лучше постирать при температуре воды, в какой планируете стирать готовые изделия в дальнейшем, и только после этого приступить к расчетам. Я вяжу на рост 128 сантиметров. Обхват шеи в чистом измерении равен 30 сантиметрам. Но для хорошей посадки вырез горловины переда следует углубить. Эту мерку можно сразу измерить на ребенке, если вы сомневаетесь, сколько вам сантиметров нужно прибавить. У меня получилось 33 сантиметра. Таким образом, вырез горловины равен 33 сантиметрам. По образцу я посчитала в 10 сантиметрах 23 петли. 23 петли разделю на 10 сантиметров, получается в одном сантиметре 2,3 петли. К 33 сантиметрам выреза горловины нужно прибавить ширину задней планки, к которой мы пришиваем пуговицы. Это произвольное значение, я возьму 4 сантиметра. Значит, горловина кофты вместе с застежкой должна равняться 37 сантиметрам. 37 сантиметров умножаем на количество петель в одном сантиметре. У меня это 2,3 петли. Получается 85,1 петли. Округляем до 85. Прибавим 2 кромочные петли. Получается, для горловины нужно набрать 87 петель. Оставляю хвостик нити примерно 1 метр и на спице номер 3 обычным способом набираю 87 петель.
набрали. Первую кромочную петлю снимаем, не провязывая, и начинаем вязать горловину кофты платочной вязкой, то есть все петли лицевые, провязанные за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. Последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной, разворачиваем вязание и опять первую кромочную петлю снимаем, не провязывая. Остальные петельки вяжу лицевыми за переднюю стенку. Последнюю кромочную всегда провязываем изнаночной. Я связала 3 ряда платочной вязкой, и вот эта сторона у меня будет лицевая, где по верхней кромке проходит косичка, а это изнаночная сторона. И на лицевой стороне в 4-м ряду горловины буду делать первое отверстие для пуговицы. Если у вас крупные пуговицы, то стоит провязать еще пару рядов. Петли под пуговицы у девочек расположены с правой стороны, поэтому мы сейчас провяжем до этого края и в этом месте буду делать отверстие для пуговицы. Планка у меня будет состоять из 8 петель, но пока я ее не разделяю с основным полотном, так как вяжу горловину. Итак, вяжем 4-й ряд горловины лицевыми петлями, не довязывая 8 петель. Вот наши 8 петель планки. Провяжу еще 2 петли. Следующие 2 разверну и провяжу их вместе за задние стенки. И так как у меня пуговица небольшая, я ниточку слегка подтяну. Если у вас пуговица большего диаметра, то подтягивать нить не нужно. Делаю накид и провязываю оставшиеся 4 петли. И кромочная изнаночной. Вот такое отверстие получается. И продолжаю вязать горловину лицевыми петлями. Кромочную снимаю, 4 лицевые. Накид провязываем лицевой. Продолжаем. Я связала 12 рядов. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек. И далее буду распределять петли и узорчик. Обратите внимание, что после провязывания отверстия под пуговицу лучше сразу проверить, как будет проходить пуговица через петлю. В противном случае скорректировать натяжение нити накида. Для пуговиц крупного диаметра можно закрыть 2 раза по 2 петли, а в следующем ряду набрать в этом месте 2 петли и делать отверстие, например, через 3 изнаночные дорожки или больше. Это вы уже решите при наложении пуговицы. Итак, приступим к распределению петель реглана. Сразу отмечу 2 кромочные петли, нарисую регланные линии, на них будет приходиться по 1 петле. Планка застежки от линии середины выступает на переднюю часть и на заднюю. На каждую планку я возьму по 8 петель, на переднюю 8 и заднюю 8. Получается от линии середины переда 4 петли на выступающую переднюю часть планки и 4 петли на выступающую заднюю часть планки. Сейчас у меня на спицах 87 петель горловины. У вас может быть другое значение, но принцип расчета одинаков. Вы просто подставляете свои значения. Чтобы понять, какое количество петель нужно оставлять на полочке, спинку и рукава, из 87 петель горловины вычтем 2 кромочные петли, минус 4 петли реглана и минус 8 петель планки. Остается 73 петли. Полученное значение делим на 3 части. Это по одной части на спинку, полочки и рукава. У меня одна часть равна 24,33,
Округляю полученное число до 24, делим на 2, чтобы узнать, сколько петель приходится на один рукав и на одну полочку. У меня это 12 петель. Я округлила полученную часть до 24, но если мы остаток 33 сотые умножим вновь на 3, то у нас получится 99, а это еще одна петля. Я ее добавлю на спинку, получается 25 петель. У вас может быть ровное значение. По 12 петель на рукава и по 12 петель на полочки. Получается 12 петель полочки, это от регланной линии до линии середины переда. И с другой стороны от регланной линии до линии середины переда, середины планки. То есть эти 12 петель включают в себя вторую половину планки, оставшиеся 4 петли. Немного хочу рассказать вам об узорчике, который я буду вязать на полочках. Раппорт узора составляет 8 петель. Вот одна фигурная дорожка из 8 петель и другая фигурная дорожка из 8 петель, и между ними по одной изнаночной петле. Маленький фигурный элемент состоит из 4 петель, а большой фигурный элемент вяжется из 8 петель. По спинке, как и на предыдущей кофточке, я пущу 5 рельефных дорожек, состоящих из 4 петель, и между ними по одной изнаночной петли. 5 дорожек умножаем на 4 петли, получается 20 петель и плюс 6 разделительных изнаночных петель. Всего на узор получается 26 петель. Поэтому на спинку при вывязывании узора мне нужно добавить еще одну петлю. Сколько у вас получится рельефных дорожек, зависит от размера, на который вы вяжете, и, конечно, от толщины пряжи. Итак, на спинку добавляю еще одну петлю. На рукавчиках посередине будет полоса узора из 10 петель, и я добавлю еще одну петлю, чтобы избежать стянутости полотна. Полочки полностью буду вязать узорчиком, поэтому добавлю по 3 или 4 петли, но заложу 4, а решу при вывязывании. Добавляю петли также, чтобы избежать стянутости. Вот на образце видно, как при переходе на узор образовались небольшие сборки на лицевой глади. Если у вас ребенок плотного телосложения, тогда можно добавить еще петелек, помимо тех, которые мы добавили на посадку узора. После провязывания горловины я буду переходить на спицы номер 3,5 и сразу начнем вязать узор и реглан, а также добавим петли. Чтобы не запутаться, я повесила маркеры. Вот у нас 8 петель планки, 4 петли без учета кромочной до линии середины переда и еще 4 петли, приходящиеся на полочку. Остается 8 петель, и на этом участке полочки я добавлю еще 3 или 4 петли. Далее 1 петля реглана, 12 петель рукавчика, еще 1 петля реглана и 25 петель спинки. Здесь тоже добавлю 1 петлю. Опять 1 петля реглана, 12 петель рукавчика, 1 петля реглана и здесь 8 петель планки и оставшиеся 8 петель полочки, где мы будем вязать узорчик и добавлять еще 3 петли. Итак, перехожу на спицы номер 3,5. Кромочную снимаю. 8 лицевых петель планки. Планку буду вязать платочной вязкой, то есть все петли в лицевых и изнаночных рядах лицевые. Отделю планку одной изнаночной петлей, я ее добавлю из протяжки. Поднимаю ниточку протяжки на спицу и провязываю изнаночной скрещенной. Далее буду вязать узорчик и добавлять петли. Петельку снимаю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю 2 лицевые. Непровязанную петлю возвращаю на левую спицу, подхватывая сзади, 2 лицевые провязанные на правую, подхватывая спереди. Для переноса петель можно воспользоваться вспомогательной спицей. Делаю накид и провязываю лицевую. Снимаю 2 петли на правую спицу, нить за работой, провязываю лицевую петлю из протяжки и следующую лицевую,
Возвращаю 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные на правую спицу, подхватывая сзади. Провязываем 2 лицевые. Вот мы связали первый ряд элементов из 8 петель и добавили на полочке еще 2 петли. Всего я добавила 3 петли. Следующая изнаночная петля, разделяющая фигурные дорожки. Можно ее также связать из протяжки, если вы будете добавлять 4 петли на полочку. И оставшуюся петлю провяжу лицевой. По мере добавления петель от реглана я буду их постепенно вводить в узорчик. Подошли мы к петле реглана, где добавляются 2 петли до провязывания этой петли и после. Добавлять петли буду из протяжки, провязывая скрещенными только за разные стенки. Итак, поднимаем ниточку протяжки вот таким образом и провязываю лицевой скрещенной за переднюю стенку. Немного отодвину, чтобы было удобнее провязывать. Далее основная петля реглана. Поднимаю ниточку протяжки в другом направлении, вот так, и провязываю скрещенный лицевой за заднюю стенку. По центру рукава пущу узорчик из 2 рельефных дорожек по 4 петли и по одной изнаночной по краям узора, чтобы отделить узор от лицевой глади. Получается на узор 10 петель. Остается до регланных линий по одной петле, но я хотела добавить еще одну петлю. Я ее добавлю со стороны спинки. Вяжем петли рукава. 1 лицевая, 1 изнаночная. И вяжем узорчик из 4 петель. Первую петлю снимаю на правую спицу, нить перед петлей, провязываю лицевую, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю лицевой. Следующую снимаю на правую спицу, нить за петлей, провязываю лицевую, возвращаю петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываю лицевой. Повторяем, снимаем петлю, нить перед петлей, провязываем следующую лицевой, возвращаем непровязанную петлю на правую спицу, подхватывая сзади, провязываем лицевой, следующую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю, подхватывая спереди, провязываем лицевой. Далее изнаночная, я ее добавлю из протяжки и провяжу скрещенной. И оставшиеся 2 лицевые. Прибавляем петли реглана, провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку, петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. Вяжем узорчик спинки, изнаночная. Далее рельефная дорожка из 4 петель. Снимаем петлю, нить перед петлей, провязываем следующую лицевой, возвращаем непровязанную петлю на правую спицу, подхватывая сзади, провязываем лицевой. Следующую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю, подхватывая спереди, провязываем лицевой. Изнаночная и повторяем. Снимаем петлю, нить перед петлей, провязываем следующую лицевой, возвращаем непровязанную петлю на правую спицу, подхватывая сзади, провязываем лицевой, следующую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю, подхватывая спереди, провязываем лицевой. Всего нам нужно связать 5 таких дорожек и добавить 1 петлю. Добавлю изнаночную из протяжки, провяжу скрещенной. Продолжаем вязать узорчик. Выполняем перехлёст петель.
изнаночная и свяжем еще 2 таких элемента из 4 петель, между ними изнаночная. Вот я связала еще 2 элемента и остается 1 изнаночная петля. Прибавляем петли реглана, провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку, петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. Вяжем петли рукава, 2 лицевые, и со стороны спинки добавляли 1 петлю. Вяжем из протяжки изнаночную скрещенную. Далее 2 элемента из 4 петель подряд, выполняем перехлёст петель, центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. Изнаночная и 1 лицевая. Далее петли реглана. Провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку, петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. Вяжем петли полочки. Лицевая, перед узорчиком изнаночная. Если вы добавляете все-таки 4 петли к полочке, свяжите изнаночную из протяжки. Добавляем петли в узоре, петлю снимаю, нить перед петлей, 2 лицевые. Возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади. Делаю накид и провязываю лицевую. Снимаю 2 петли, нить за работой. Провязываю лицевую из протяжки, следующую лицевой. Возвращаю 2 непровязанные петли на левую спицу, подхватывая спереди. Провязываю лицевыми. Перед планкой изнаночная. Провязываю из протяжки скрещенной за переднюю стенку. И 8 лицевых петель планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочной, изнаночной. Разворачиваемся на изнаночную сторону, и все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Кромочную снимаем и 8 лицевых петель планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицевая. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицевая. Далее до центрального узора рукава все петли изнаночные. У меня 2 до регланной петли. Петля реглана. Еще 2 петли изнаночной. Лицевая. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, лицевая, 3 изнаночные, петля реглана изнаночной, изнаночная, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, 4 изнаночных, лицевая. Так чередуем до маркера. Вот 4 изнаночных пятой рельефной дорожки и перед регланной петлей лицевая, изнаночная, регланная петля изнаночной, рукав, 3 изнаночные петли, лицевая, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, лицевая, 2 изнаночных, петля реглана изнаночной, полочка, 2 изнаночные, 1 лицевая, 8 изнаночных петель узора, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, лицевая и 8 лицевых петель планки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочной и изнаночной. В лицевых рядах по мере добавления петелек в регланных линиях я буду эти петли вводить в узорчик. Сейчас у меня в следующей дорожке полочки будут добавляться 2 таких же элемента по 4 петли, как на рукавчиках и спинке. В первом лицевом ряду у элементика центральные петли расходятся в стороны, в следующем лицевом ряду соединяются, а большой элемент из 8 петель будет замыкаться в кольцо, когда мы будем замыкать уже второй ярус маленьких элементов. То есть в 8 ряду узора будем замыкать и маленькие, и большие элементы. Получается, раппорт узора в высоту равен 8 рядам, а далее узор меняется в шахматном порядке. Петли реглана прибавляем в каждом лицевом ряду. Кромочную снимаем, 8 лицевых планки, изнаночная, переходим к узорчику, большой элемент провязываем лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, разделяющая изнаночная. В маленьком элементе крайние петли в этом ряду соединяются к центру. Значит, мы снимаем лицевую петлю на правую спицу, следующую лицевую провязываем, возвращаем непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязанную сзади, провязываю лицевой. Добавляем петлю реглана из протяжки, поднимаю ниточку протяжки, провязываю лицевой за переднюю стенку. Петля реглана. Повешу маркер непосредственно на регланную линию. Опять поднимаю ниточку протяжки, только меняю положение и провязываю за заднюю стенку. Петли рукава, 2 лицевых, изнаночная,
В узоре петли перемещаем в центр. Первую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываю лицевой. Следующую снимаю, нить перед петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю лицевой. Повторяем. Первую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываю лицевой. Следующую снимаю, нить перед петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю лицевой. Изнаночная, 3 лицевых. Прибавляем петли реглана, провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку, петля реглана, повешу маркер непосредственно на регланную линию и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. Вяжем спинку, лицевая, изнаночная. Далее узорчик. Первую снимаю, нить за петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, провязываю лицевой. Следующую снимаю, нить перед петлей, лицевая, возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю лицевой. Изнаночная. Вяжем аналогично еще 4 элемента спинки и изнаночные петли между ними. В регланной линии делаем прибавки, рукавчик по рисунку. Петли узора также замыкаются к центру, по краям узора изнаночные. Линии реглана с прибавками. Полочку свяжем вместе. Мы провязываем прибавки из протяжки за разные стенки, чтобы петли от регланной линии правильно лежали. Вот видно, они наклонены в разные стороны от центральной петли. Так, реглан связали, петлю снимаем, нить за работой, лицевая, возвращаю лицевую на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю лицевой. Изнаночная, 8 лицевых петель большого элемента, далее изнаночная и 8 лицевых петель планки. Довязали, разворачиваемся и на изнаночной стороне все петли вяжем по рисунку. Тут уже в принципе понятно, все линии хорошо видно. Следующий лицевой ряд. Кромочную снимаем, 8 лицевых петель планки. Изнаночная, 8 лицевых петель большого элемента, изнаночная, и вновь центральные петли маленького элемента расходятся в стороны. Меняем местами и провязываем центральная на крайнюю вправо. Вторую половину маленького элемента можно просто провязать пока лицевыми, но я поступлю следующим образом. Петлю сниму и добавлю регланную петлю из протяжки. Возвращаю непровязанную петлю на левую спицу, подхватывая спереди, меняю местами, провязываю лицевой. Мы добавили петлю, сразу включив ее в узор. Петля реглана. Добавляем петельку из протяжки, провязываем за заднюю стенку. Лицевые до узора рукава. Изнаночная. Меняем местами и провязываем. Центральная на крайнюю вправо.
центральная на крайнюю влево. И еще раз центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. Изнаночная. Далее вяжем самостоятельно, добавляем петли с двух сторон от регланной линии. По узорчику спинки также перехлёст петель с разветвлением в стороны. Реглан, рукавчик, а полочку свяжем вместе. Я буду делать еще одно отверстие под пуговичку. Вяжем до регланной линии переда. Довязали. Здесь я уже прибавила петельку. Петля реглана, добавляем вторую петлю реглана из протяжки, провязываем за заднюю стенку. Следующую лицевую провязываю, меняю петли местами. Центральная на крайнюю вправо. Петлю реглана еще раз провяжу лицевой. И далее центральная на крайнюю влево провязываем. Вот наш элементик с разветвлением от центра. Изнаночная. 8 лицевых петель большого элемента. Изнаночная. И через 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек я сделаю еще одно отверстие под пуговицу. Вот предыдущую кофточку, которую я вязала. Здесь я тоже сделала 2 отверстия подряд через 6 изнаночных дорожек. А далее делала через 12 изнаночных дорожек. Я это сделала для того, чтобы горловинка кофточки более плотно и аккуратно сидела, и планка не смещалась. Сейчас сделаю то же самое. Вяжем 1, 2, следующие 2 разверну и провяжу вместе с наклоном влево. Делаю накид и продолжаю вязание. Напомню, я немного подтягиваю петли возле накида и сам накид, потому что у меня небольшие пуговицы, и мне нужны небольшие отверстия. Довязываем. И следующий изнаночный ряд вяжем по рисунку самостоятельно. Накид под отверстие для пуговицы вяжем лицевой, как и все петли планки. Провязали изнаночный ряд и сейчас будем вязать 7-й ряд. В этом лицевом ряду мы замыкаем к центру второй ярус маленьких элементов. А это значит, что и в большом элементе мы тоже будем смыкать петли к центру. Кромочную снимаем. 8 лицевых планки. Изнаночная. 2 петли снимаем, нить за работой, провязываем 2 лицевые. Возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади. Провязываем перенесенные петли. 2 петли снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая сзади, провязанные спереди. Провязываем перенесенные петли. Изнаночная. Вот таким образом мы сомкнули по 2 крайние петли большого элемента. В маленьких элементах тоже крайние петли смыкаются. Выполняем перехлёст. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. То же самое, только по одной петельке. Прибавляем петли реглана, провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку. Петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. И лицевая скрещенная из протяжки за переднюю стенку. Прибавляем петли реглана, провязываем лицевую скрещенную из протяжки за переднюю стенку. Петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку. Петля реглана и лицевая скрещенная из протяжки за заднюю стенку.
Вяжем лицевые петли рукава, изнаночная, выполняем перехлёст. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. И повторяем. Далее вяжем самостоятельно до петель полочки. Там еще раз покажу узорчик. Довязали до регланной линии переда. Добавляем петли с каждой стороны от петли реглана. Выполняем перехлёст маленького элемента. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. Изнаночная. 2 петли снимаем, нить за работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади, провязываем перенесенные петли. 2 петли снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая сзади, провязанные спереди, провязываем перенесенные петли. Изнаночная и 8 лицевых петель планки. Вот такой узорчик получается. 8 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Следующий лицевой ряд. На полочках будем менять узорчик местами. Где был большой элемент, провяжем 2 маленьких. Вместе маленького начнем вязать большой. Кромочную снимаем. 8 лицевых петель планки. Изнаночная и вяжем 2 маленьких элемента по 4 петли. Выполняем перехлёст. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. Изнаночная. 2 петли снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая сзади, провязанные спереди, провязываем перенесенные петли. И до регланной линии остается 1 петля, я ее пока просто провяжу лицевой. Добавляем петли реглана. Далее лицевые петли рукава. Изнаночная и в рельефной дорожке расхождение центральных петель. Центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. Далее вяжем самостоятельно, в регланных линиях добавляем петли, на спинке в рельефных дорожках узора разветвление центральных петель в сторону. Между дорожками не забываем вязать изнаночные петли и встретимся опять на вязании полочки. Я провязала регланную линию переда, добавила петельки, провяжу 1 лицевую. 2 петли снимаем, нить за работой, провязываем 2 лицевые. Возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади, провязываем перенесенные петли. Изнаночная. Вяжем 2 маленьких элемента по 4 петли. Выполняем перехлёст, центральная на крайнюю вправо, центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо,
центральная на крайнюю влево, изнаночная. Далее 8 лицевых петель планки и по изнаночной стороне вяжем по рисунку. Связали по изнаночной стороне следующий лицевой ряд. 8 лицевых петель планки связала, изнаночная. В маленьких элементах замыкаем крайние петли в центр, крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. И еще раз. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. Изнаночная. Большой элемент вяжем лицевыми до регланной линии, пока не свяжем второй ярус маленьких элементов, и тогда уже сомкнем крайние петли. После прибавок у нас как раз образуется 8 петель, пока вяжем лицевыми. Прибавляем петли реглана. Дальше я не буду показывать, я думаю, здесь все понятно. Давайте свяжем второй ярус маленьких элементов и встретимся при замыкании звеньев узора. Вяжем до этого момента самостоятельно. Провязали второй раппорт в высоту и в 7 ряду этого раппорта будем замыкать звенья узора к центру. Провязала петли планки, изнаночная, выполняем перехлёст, крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. И еще раз. Крайняя на центральную влево и крайняя на центральную вправо. Изнаночная. 2 петли снимаем, нить за работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные сзади, провязываем перенесенные петли. 2 петли снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, возвращаем 2 непровязанные лицевые на левую спицу, подхватывая сзади, провязанные спереди, провязываем перенесенные петли. Боковые петельки звеньев соединились. Далее прибавляем петлю реглана перед регланной линией, и по узору у нас после 8 лицевых изнаночная петля. Добавлю петлю из протяжки и провязываю ее изнаночной. Петля реглана, лицевая из протяжки, вяжем самостоятельно до регланной линии переда и правую полочку свяжем вместе. Связала до регланной линии переда, прибавляю лицевую петлю рукава. Петля реглана, следующую петлю из протяжки провязываю изнаночной. Провязываем петли с переносом крайних петель влево. И с переносом крайних петель вправо. Изнаночная. У нас на полочках уже 2 дорожки из 8 петель с разделением одной изнаночной. Далее замыкаем маленькие элементы, довязываем ряд, на изнаночной стороне вяжем по рисунку. Не забываем перед регланной линией провязать изнаночную разделительную петлю лицевой. И с другой стороны после регланной линии эта петля будет лицевая.
Провязали и в этом лицевом ряду. Вновь будем менять расположение узора. В первой фигурной дорожке провяжем опять большой элемент из 8 петель, а во второй 2 маленьких элемента по 4 петли. После лицевых петель планки изнаночная. И выполняем перехлёст по 2 петли. Центральные на крайние вправо. Центральные на крайние влево. Изнаночная. И 2 маленьких элемента. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. И еще раз. Центральная на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. Изнаночная. Хотела остановиться еще вот на каком моменте. На полочках все прибавленные петли от реглана я буду вводить в узор. Но можно связать одну или 2 фигурные дорожки, а остальные прибавленные петли вязать лицевыми. Тогда верх кофты будет более свободным. У меня верхняя часть переда кофты будет связана полностью узором. Я думаю, это где-то 4 дорожки. А от линии талии буду постепенно переходить на лицевую гладь. Продолжаем прибавлять петли от регланной линии, постепенно вводим их в узор или вяжем эти петли лицевыми, если вам достаточно 2 фигурных дорожек узора. Далее вяжем самостоятельно в маленьких элементах расхождения петель от центра. На правой полочке меняем узорчик. Далее при вязании на правой планке не забываем делать отверстие для пуговиц. Я буду делать через 12 изнаночных дорожек, у вас может быть другое количество дорожек. В каждом лицевом ряду прибавляем петли от регланной линии с каждой стороны. От регланных линий спинки прибавочные петли всегда лицевые, а в прибавочных петлях переда после 8 лицевых 1 изнаночная, если вы вяжете узором, как и я. Продолжаем самостоятельно. Сейчас еще раз покажу, как можно ввести петли реглана в узор, если остается нечетное количество петель. Вот я замыкаю в центр петли большого элемента, в следующей дорожке 2 маленьких элемента, и перед регланной линией остается 3 петли, как бы от замыкающегося большого элемента. Можно их пока провязать лицевыми до следующего лицевого ряда, но я сняла на спицу 2 петли, нить за работой, потом провязала следующую петлю и добавила петлю реглана из протяжки. Перенесла провязанную петлю с петлей от реглана за непровязанные петли, а непровязанные петли влево. И на правой полочке добавляем петлю реглана из протяжки. Переснимаю на левую спицу, нить вывожу перед петлями. Снимаю 2 петли на правую спицу. Следующие 2 лицевые провязываю. Меняю петли местами, подхватывая сзади. И еще раз провязываю петлю от реглана и лицевую непровязанную. Вот узорчик такой же, как будто выходит из-под регланной линии. Дальше продолжаем вязание узора и вяжем на нужную вам высоту реглана. Мне на рост 128 нужно связать по линии реглана 19 сантиметров. Давайте свяжем нужную высоту реглана и встретимся в следующем видео, где свяжем росток, подрезы и низ изделия.
Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!